Всем привет! В общем, такая история приключилась с экскаватором-погрузчиком Volvo BL71B. Нормально приехал на объект, начал работать. Тут выкорчевывание пней без особых усилий. Не первый, как говорится, год этим занимался. Небольшую нагрузку дал на гидравлику, и, в общем, все отказало. Сейчас будем выяснять причины. Ориентировочно что-то связано с насосом, так как вся гидравлика отказала: и передний ковш, и задний, и лапы, и руль, и, в общем, все. Будем выяснять. Джойстик не работает, руль не работает, задние рычаги не работают, педаль тоже не работает. В общем, абсолютно гидравлика не работает, ничего. Когда случилась вот эта история, резко все пропало. Такое ощущение, как будто привод просто оборвало, и все, насос перестал работать. Будем выяснять причины, следствия и так далее. Тем временем, чтобы не подводить заказчика, пригнал второй точно такой же экскаватор-погрузчик и продолжил работу и завершил ее. И вот, когда закончил работу на объекте, приступил к выяснению причин поломки и ремонту. Для начала подключили манометр и замерили давление на насосе основном и на сервонасосе. Как ожидалось, давления не было. Затем приступили к снятию насоса. Для снятия насоса пришлось вскрыть полы, снять лючок пола для того, чтобы добраться до насоса, так как снизу не все болты можно открутить, и не так удобно. Лебедкой подстраховывали насос, чтобы не упал, немного подтянули его и откручивали. Сняли насос. Вот видим мы шлицы в таком состоянии. На валу такие же шлицы. Для демонтажа приводного вала пришлось вскрывать заднюю крышку коробки передач и вместе с этой крышкой вынимать вал. Как мы видим, на валу отсутствует практически полностью шлицевая часть. Шлицы вала, которые устанавливаются в гидротрансформатор,
в идеальном состоянии, следов износа не обнаружено. По результатам дефектовки выяснилось, что нужно заказывать новый вал приводной, вал в насос и перебирать насос. Заказали новый вал, насос отправили для ремонта в специализированную мастерскую. Там насос отремонтировали, перебрали, отрегулировали, проверили на стенде. Но, как оказалось, зря они его отрегулировали. Об этом расскажу чуть позже. Теперь, когда пришел новый вал и пришел насос с ремонта, приступили к установке деталей на место. На новый вал установили подшипник и уплотнительное колечко. Установили новый вал в коробку передач и закрыли заднюю крышку с специальным герметиком, анаэробным, красным. Смазали шлицевую часть вала и насоса и приступили к установке насоса. Ремонт закончили уже поздно, поэтому проверять работу экскаватора-погрузчика не стали. Мерили только давление. Оно было 250 бар. Все, сложил экскаватор-погрузчик и забрал его на базу. На следующий день при испытании экскаватора-погрузчика выяснилось, что работа его намного замедлилась, чем было раньше. Операции стали производиться медленнее, и это сказывается регулировка насоса. При ремонте насоса в сервисе его характеристики заведомо занизили, для того, чтобы насос не создавал большой нагрузки для двигателя. Но, как оказалось на практике, работа экскаватора-погрузчика стала медленнее. Поэтому мне пришлось отрегулировать уже по факту. На насосе с правой стороны имеется регулятор. Его нужно расконтрагаить и шестигранником подтягивать по 15 минут. Подтянул 15 минут или четверть оборота. Попробовал, не глушит ли двигатель, не создает ли большой нагрузки на двигатель и как производительность. В итоге 3 раза я подтягивал и остановился на среднем варианте, чтобы и большой нагрузки на двигатель не было, и при этом экскаватор-погрузчик достаточно хорошо работал.